Народ, я не знаю, видели вы этот ролик или нет. Короче, если не видели, вкратце пересказываю канву. Чуваки решили приготовить курицу по методу под бочкой, либо под бидоном, либо под кастрюлей, неважно. То есть это когда вы кладете кусок мяса под что-то металлическое и делаете из этого духовку. Ну и, собственно, фишка ролика в том, почему он стал таким мимасным, потому что у них получилось вот это. Я хочу по мотивам данного видосика сделать свой, можно сказать, проект, типа рецептик, потому что у меня есть под чем приготовить чудесную курочку, зацените. Фишка в чем? Я не думаю, что можно так готовить по такому методу с оцинкованными, например, ведрами, потому что в оцинкованном ведре можно прекрасно носить воду, и вода будет прекрасной, кристальной и прозрачной, но оцинкованные штуки нельзя нагревать, потому что цинк начинает испаряться, и потом оно впитается в курицу, и, я не из тех людей, кто параноид, о боже, у нас отовсюду что-то испаряется, о господи, какие-то не такие материалы, но мне кажется, что цинк не очень полезен. Точнее, он полезен, но в каких-то терапевтических дозах. Поэтому я взял вот такой вот старый, древний, эмалированный кастрюль. Одна проблема. Кастрюль у нас немного дырявый. Слава богу, мои родичи занимаются гончарным делом. То есть у них всегда есть немного глины, которая, когда нагревается, превращается в керамику. Поэтому я залеплю, косяки все залеплю просто глиной. И понадеюсь, что она не отвалится и все будет хорошо. Так, где-то тут еще сбоку было. Да, вот у нас сбоку. И тут тоже. Я объясню, зачем это нужно. Есть у меня подозрение, исключительные подозрения, что герметичность этого дела влияет на вкус курочки. Потому что сколько подобных рецептов, так, промажем здесь. Это обычная глина, из нее тарелки лепят, поэтому все нормально. Сколько я видел подобных рецептов, всегда, абсолютно всегда стараются все это дело герметично запаковать, чтобы была такая вакуумная, не вакуумная, вы поняли, герметичная духовка, чтобы сочность курицы не уходила. При этом влага остается внутри, температура большая, получается такая огненная духовка. Так, тут вроде норм. Короче, в чем проблема данного рецепта, в чем его челленджевость? Если у тебя на даче нет духовки, ты можешь попробовать так приготовить кусок мяса, но если в духовке ты примерно знаешь, что там 170 градусов, 1,5 часа, точно курица будет готова. Вот она точно будет готова в любом случае. То под бидоном, который завален дровами, и там то ли огонь, то ли уголь, то ли что, совершенно непонятно, что происходит. Самое тупое, что мы можем сделать в этом рецепте, это поставить курицу на землю, как-то ее на палочке нацепить, потому что с нее капает жир, с нее капает сок, влага. И фишка в том, что когда вы делаете что-то, например, на гриле, кусок мяса, обязательно ставьте какой-нибудь поддон или какую-нибудь мисочку, в нее фигачьте овощи, это будут божественные запеченные овощи, то есть чтобы сок капал в них. У меня есть, два роустера. Если вы не знаете, что такое роустер, я уже как-то показывал. Это такие штуки, на которые сверху насаживается, куряка, вот так вот, и она жарится. И вот этот роустер оказался отстойный. Его, например, мои родичи здесь никогда не используют. А вот этот, я его еле оттер, его используют постоянно. То есть здесь куча пригаренок жира. Его используют практически каждый раз. Угадайте, почему? Потому что вот отсюда сок, он падает на уголь в гриле и пропадает. А здесь он остается, и можно с овощами его потом перемешать. Но у нас есть проблема. Диаметр этого роустера больше, чем диаметр ведерка, поэтому нам придется что-то другое придумать. Ну а пока мы будем придумывать, просто давайте замаринуем курочку, потому что пока ты думаешь, курочка маринуется. Это правильно. Пару ложек сметаны или йогурта, столовая ложечка горчичи для пикантности, копченая паприка, немножко вустерского соуса, либо соевого соуса, вообще пофиг. И обязательно для цвета кетчупца. Кетчупец, он с сахаром, горчичка тоже с сахаром. И когда все это дело будет золотиться внутри нашей бочки-ведра, будет давать такой классный цвет. Пробуем на соль. Как соус отлично, но я добавлю еще соли и перца, потому что все-таки это маринад, и нужно, чтобы курица и внутрь немножечко просолилась. Щепоточка, еще щепоточка, и прямо в маринад перчика. Я бы даже не сказал, что это маринад, скорее обмазка. И тут много ума не надо, просто курицу всю вот так вот замариновываем, ставим в холодильничек на часик, пускай постоит, но опять же повторяюсь, это не столько маринад, сколько цвет, обмазочка, аромат, скажем так. Само собой, за час оно супер внутрь не проникнет.
Тут как бы челлендж не в этом. Фишка этого рецепта не в маринаде, а в том, сгорит у нас все к чертовой матери или нет. Овощи нарезаем абсолютно любые. Чесночок, лучок, перчики, ну, кроме огурцов. Я думаю, что печеные огурцы такое себе. Поэтому у нас вот что. Лучок, лучок. И чеснок. Я предпочитаю чеснок меленько порубить. Хотя, в принципе, его можно через чеснокодавку пропустить и просто в чесноке извалять все остальные овощи. Так, ты жопа какая-то некрасивая. Чеснок — это классно. Ну и пара помидорок еще ничего не делали хуже. Поэтому пару помидорок. Я бы сюда, конечно, картохи нафигачил, но места для картохи у нас нет. Да, одна тема. Солите не так много, как хотелось бы вот эту штуку. Объясняю почему. Все просто. Вся соль с куриной обмазки окажется тоже вот в этих овощах. Поэтому, если вы не хотите сделать из этого супер-мега рассол, то солите в 2 раза меньше, потому что очень много соли еще с курицы вниз течет. Как, Флора, ты ждешь курочку? Флора, хочешь курочку? Хочешь? Нет, это кубики для розжига. Да. Нет, все, молодец, иди, все, лайки за собаку в кадре, шикарно. Короче, нам нужен и огонь, чтобы облизывал нашу печь, и уголь. Я немножко разожгу угля, хотя, в принципе, в условиях походных, хотя кто потащит с собой бидон в поход? Не знаю. В условиях походных можно вполне обойтись просто обычным костром. Вы видите тень от оператора. Саня, передай людям привет. Привет. Отлично. Так, и... Оно горит или нет? Сейчас все такое яркое, столько солнца, что вообще непонятно, что происходит. Я немножко все-таки угля туда утилизирую. Я утилизировал пакет с углем. Блин, Big Block клевый уголь, гигантский только, иногда даже слишком. Так, теперь возьмем вот такую вот кастрюлю, внутрь поставим роустерную штуку. Курочка у нас замариновалась. Сделаем, обваляем ее, финальненько обваляем. И насадим. Так, сейчас, где там? Насаживание курочки на всякое. Так, оп. Курочка насажена. Сидит великолепно. Так, вот так мы ее. Шикарно. Ну и я этими же руками в этой же обмазке насыпаю вокруг овощички и всякое. Я только забыл кое-что сделать. Вы, наверное, знаете что. Овощички, кстати, сильно усядут вниз. Вы не смотрите, что они курку закрывают. Я думаю, что в комментах уже отписались, что я забыл сделать. Я забыл отрезать самые-самые кончики крыльев, потому что все это, скорее всего, погорит. То есть вот эти вот пальчики, вот так, ну, они будут просто не презентабельные. Поэтому я их вот так и отрежу. Так, все, отлично, круто. Так, желательно, чтобы сюда не попал песок. И у меня, кстати, есть небольшой чит, чтобы знать, работает наша духовка или нет. Чит называется Митер. Я постоянно его пиарю. Нет, я хотел бы с ними сотрудничать, но я не знаю даже, где он производится, он в России не продается. Он вот так вот заряжается здесь от базы. У меня есть обзор на «Муха не сидела». Это не спонсорская штука, просто я вам объясняю, что это самое удобное вообще, что у нас есть на даче по поводу кулинарии. Ты его вставляешь и просто на смартфоне видишь температуру не только внутри, но и снаружи. То есть, чтобы у тебя там корка курицы не перегревалась. Так вот, я считерю и его туда вставлю. Так, я вот туда, вот так вот воткну в более-менее толстую часть курки. Так, шикарно. Так, и накрываем. Другое дело, что этот термометр, он... Отлично. Он Wi-Fi на блютусный, поэтому я не знаю, он пробьет через этот бак или нет. Ну, будем надеяться, что да. И обсыпаем углем. Так, и теперь я нашу импровизированную духовочку обсыпаю вот так угольками. Так. Не супер густо. Вот так. Ждем. И вот так немножечко дров. Хотя я надеюсь, что получится не как у тех чуваков. Я надеюсь, что будет более-менее успех. Но гарантировать ничего не могу. Постараюсь мониторить по мере сил.
Там, конечно, идет конвекция воздуха, но фиг знает, насколько это все успешно. Примерно спустя минуту я понял, почему у тех пацанов на видео все сгорело. А температура, вот 3 минуты, она подскочила до 210 градусов. Поэтому я мгновенно дрова откатил, и сейчас температура только начала падать, и сейчас она, ну вот, прошло где-то минут 10, 192 градуса. Для курицы это более чем. Я еще сделаю немножко угля насыпать сверху, под конец, чтобы оно сверху подзолотилось. Но я думаю, что там идет вот такая вот конвекция воздуха, поэтому даже можно с одного угла, грубо говоря, подсыпать уголь, у вас температура будет более-менее однородная. Так, ну 100 она будет падать, поэтому я вот так подкачу одну дровиночку. Фишка в чем? Если у вас прямо вот этот бидон, вот эта вот штука лежит в огне, вашей курице капсда. Я думаю, минут за 20 ей капсда, потому что температура подскочит до 350 градусов, и все, полчаса, и там угольки останутся. Так, прошло примерно 1,5 часа, я сверху разгребаю уголь. Внутренняя температура сейчас 190 градусов, но, точнее, внешняя температура 190 градусов, то есть в бочке воздух 190 градусов, как в очень хорошо разогретой духовке. А внутренняя температура уже перевалила за 70. Чтоб вы понимали, я предполагаю, что там подпеченные такие овощи слегка черноватые, да, то, что температура была достаточно высокая, и темно-коричневая курица. Вот темно-коричневая, потому что там горчица, там сахар, кетчуп, там сахар, то есть, но внутри она сочная, то есть она должна остаться сочной. Давайте подождем, чтобы она расслабилась минуточек 15-20 и поднимем этот таз. Одно из чудес приготовления под бидоном, под кастрюлей в том, что ты не знаешь, что получится. Но я понимаю, почему те чуваки зафейлили. То есть я понимаю, что действительно нужно, чтобы огонь слегка, чуть-чуть маленькие пламени огня, типа там по 10 сантиметров, слегка облизывали вокруг. Если ты это просто в костер ставишь, там, не знаю, там 300 градусов, 600 градусов, и все сгорает. Давайте 20 минут подождем, чтобы оно там расслабилось. И, блин, я не знаю, что там, но предполагаю, что будет нормально. Минут прошло 10 где-то. Я все это дело разгреб. Ладно, я не буду использовать веник с пластиковой щеткой, это плохая идея. И теперь... Ну давайте, но запомните, что я сказал. Курица там будет реально сильно коричневая, это стопудово. Хотя, может, я вообще облажался. Но... Да неплохо. Да неплохо. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, во-первых, у нас получилась курица, которая горячая, поэтому ее нужно как-то поднять. Посмотрим, насколько она сочная. Давайте я достану изнутри держалку. Ну, ноги у нее были в овощах, в соке, а теперь зацените, сколько сока натекло. Вот такие получаются печеные овощи. Надо было, знаете, оливковым маслом смазать, потому что есть все-таки вот такие небольшие пригаринки. Они, конечно, дают вкус, но и немножко горечи. Можно это подвытопить, получится офигенный соус. Ну и давайте посмотрим, сочная она или нет. Грудка, ну, обычная. Мы все-таки, я думаю, на градусов 5-7 ее передержали. Ну, давайте отрежем ногу. Да, смотрите. Нога отрывается сама. Ну, достаточно отчекрыжить. Прямо с суставом она выходит. Чтобы вы понимали, сейчас я ногу просто вот... Ну, я бы сказал, даже слишком мягкая. Кости отваливаются. И грудка. А нет, сочная, с нее течет. 0 вопросов, полностью прожаренная. Но вот, что касается кожицы, конечно, градусов на 10 надо было держать меньше. Она, конечно, не, вкусная, съедобная. Просто карамелизовавшийся кетчуп. Но 10 градусов меньше, она была бы красивее. Давайте попробуем. Я возьму кусочек сочного мяса и, пожалуй, окуну его. Народ, здесь, блин, 3 стакана соков. Это, конечно, и овощные соки тоже. И вот так вот. Вот так вот я. Вот. Да что ж такое. Вот так сделаю. Попробуем. Ну, фишка в чем? Ну, во-первых, чтобы вы не думали, кожа абсолютно съедобная.
Микрогорчинка, пофиг. Курица сочная. Обмазку такую используйте смело. Вот эта овощная штука, это, конечно, просто божественно. Вот эта овощная штука с соком. Это прям как какая-то шурпа, я не знаю. Туда вот только хлеб обмакивать и есть. Можно подавать как гарнир, можно загустить, добавить сметаны, соус будет, 0 вопросов. Что можно сказать? Нету запаха дыма. То есть запаха угля в этом рецепте не будет. Потому что весь этот бидон, он запакован, он стоит в песке, причем настолько, что его приходится разгребать. Там практически закрытая такая своя атмосфера, скажем так. Поэтому запаха дыма, как у шашлыка, не будет. Это просто духовка, если у вас нет духовки. Да, вкусно, да, без вопросов, но точно такое же получится в духовке. Только, наверное, менее сочно, потому что здесь реально такое закрытое все, то есть влаге некуда уходить. Она абсолютно не пересохла, хотя мы там почти до 200 градусов довели, это многовато, наверное. Вот, даже до 220 довели, там минут 5 держалось, вот тогда, наверное, все и пригорело. Но в целом это вкусно, это зашибись, если духовки нет. А в ином случае я не знаю, зачем это использовать. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Короче, народ, тут половина вкуса, это вот эта подлива. Мне скажут, не чавкай, не чавкай. Вкусно, поэтому чавкаю. Печеные овощи. Это офигенно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Это был эксперимент. Я не знаю, зачем это нужно, но прикольно. Всем пока.